Весеннее солнце пробивается сквозь дым и гарь. Разбитая улица венгерского городка. Между обугленных стен осторожно выдвигается советский Т-34. В прицеле низкая темная тень. Она не поворачивает башню, потому что у нее ее нет. Машина затаилась, готовая выстрелить первой. Это не тигр и не пантера, символы немецкой военной мощи. Это другой зверь, из громкого имени, но с опасным нравом. Тот, кто редко попадает в хронику, но часто оказывается на их пути. Его зовут Jagdpanzer-4. 80 лет тому назад, весной 1945 года, когда до окончания войны оставалось еще совсем немного, наши войска на территории Германии, Венгрии, Чехословакии вели тяжелейшие бои с немецкой армией. Хотя враг и отступал, был еще очень силен, бросая в бой самую новейшую технику, в том числе и бронетанковую. Но вот что интересно. До сих пор во многих книгах, журнальных статьях и прочих публикациях о заключительном этапе Великой Отечественной войны в качестве главного противника, видимо по привычке, упоминаются, как правило, такие известные танки, как «Пантера», «Тигр» и «Королевский тигр». А ведь в это время куда более опасным противником являлся малознакомый нашим воинам танк-истребитель Jagdpanzer-4, предназначенный исключительно для оборонительных боев. Эти необычные боевые машины, по замыслу Гитлера, должны были остановить стальную лавину русских танков. Разрабатывать специальные танки-истребители немцы начали сразу же после того, как начали войну против нашей страны. Уже тогда фашисты убедились на собственной шкуре, что советские танки КВ и Т-34 представляют исключительно серьезную угрозу не только пехоте, но и германским боевым машинам. Обычные линейные танки Панцер-3 и 4 оказались беспомощны против советских танков. Нужно было срочно создавать боевые машины нового поколения, оснащенные очень мощными дальнобойными пушками. В 1943 году первые танки-истребители уже появились на фронте. Это были тяжелые истребители «Фердинанд». На следующий год появились Як-Тигр и Як-Панцер. Все эти танки-истребители представляли из себя чрезвычайно мощные образцы бронетехники. Достаточно вспомнить, что толщина лобовой брони на «Фердинанде» и Як-Тигре доходила до 200 мм. «Фердинанд» и Як-Пантер были вооружены мощнейшей танковой 88 мм пушкой, а на Як-Тигре вообще стояло чудовищное орудие калибра 128 мм. Однако военная промышленность Германии, как бы она ни напрягала своих усилий, не могла построить большого количества этих стальных монстров. Но действительно, что такое 90 Фердинандов, 70 Як-Тигров и 400 Як-Пантер против тысяч танков противника? А вот реальную опасность в те годы представляли более легкие, но менее грозные Як-Панцер-4, которых германская промышленность выпустила почти в 4 раза больше, чем Фердинандов, Як-Тигров и Як-Пантер вместе взятых. Вы спросите, а почему именно 4? А где же тогда Як-Панцер-1, Як-Панцер-2 и Як-Панцер-3? Действительно, такие были. Допустим, например, Панцер-Ягер-1 и Мардер-2 и Мардер-3 – это истребители танков с открытыми рубками, предназначались для действий из засад. Они имели более простую броневую рубку, нежели более старшие собратья, такие как Як-Пантер или Як-Панцер-4. Оказывается, все немецкие танки-истребители создавались на основе обычных линейных танков и назывались в честь этих танков. В их названии только вводилось слово «истребитель», по-немецки «Ягд». К примеру, на базе танка «Пантера» был создан танк-истребитель «Ягд-Пантера». На базе танка «Королевский тигр» был создан «Ягд-Тигр». Даже знаменитый «Фердинанд», созданный на шасси не пошедшего производства танка «Тигр» конструкции Фердинанда Порше, имел второе обозначение «Ягд-Панцер Тигр-Порше». Танк, о котором я сегодня рассказываю, был сделан на базе танка «Панцер-4». И поэтому он получил соответствующее название Jagdpanzer-4. Эскизное проектирование истребителя танков Jagdpanzer-4 началось в самый разгар Сталинградской битвы, в ответ на желание командования вермахта принять на вооружение мобильные и хорошо защищенные истребители русских танков. В то время Panzer-4 являлся основным танком вермахта. Он выпускался на нескольких заводах и был хорошо освоен в производстве. Танкисты этот танк хорошо знали и любили. Он был удобен и неприхотлив в эксплуатации. Так что нет ничего удивительного в том, что именно база «четверки» была выбрана в качестве основы для будущего танка-истребителя. Конечно, установить мощную пушку в старую башню не представлялось возможным. Поэтому немцы пошли по простому пути – разместили орудия в бронированном каземате. Надо сказать, что первоначально к новому танку-истребителю предъявлялись очень высокие требования. Так, согласно спецификации, толщина лобовой брони должна была доходить до 200 мм, а вооружение должно было состоять из очень мощной новейшей длинноствольной пушки ПАК-42 калибра 75 мм, которая предназначалась для танка «Пантера». Но немцы поняли, что с 200 мм броней истребитель танков просто увязнет в грунте. В конце концов, лобовую броню оставили той же толщины, что и на исходном танке – 60 мм.
Первоначально машина получила наименование, которое вы можете даже не пытаться прочитать. Даже привычные к такого рода сокращениям германские танкисты название не поняли. В итоге его упростили до Jagdpanzer 4. В сентябре 1943 года макет боевой машины посмотрел сам Гитлер. Фюрер имел привычку искать в новых образцах техники недостатки и давать конструкторам кучу ценных советов. Но Jagdpanzer 4 ему испортить не удалось. В декабре 1943 года появился прототип боевой машины, немедленно запущенный в серийное производство. Правда, серийные машины выпускались с менее мощными пушками, потому как пушки ПАК-42 предназначались в первую очередь для вооружения танков «Пантера», и их попросту не хватало. Вот почему на истребители танков пришлось ставить обычную пушку ПАК-39, которая использовалась на танках «Панцер-4». Наличие дульного тормоза, стоявшего на срезе ствола, хоть и снижало отдачу при выстреле, но приводило к образованию клубов пыли, что демаскировало огневую позицию машины. А все потому, что пушка на Jagdpanzer располагалась значительно ниже, чем на исходном танке. В полевых условиях экипажи часто сами снимали дульные тормозы своих боевых машин. Вскоре их и перестали монтировать на стволы орудий уже на заводах. Толщину лобовой брони Jagdpanzer 4 в ходе производства довели до внушительных 80 мм. По бронестойкости Jagdpanzer сравнялся с «Пантерой». Ходовая часть танка-истребителя по большому счету не отличалась от ходовой части танка-прародителя. Правда, более высокая нагрузка на передние катки из-за установленной в лобовом листе тяжелой пушки приводила к тому, что обрезиненная часть быстро выходила из строя. Приходилось на Jagdpanzer ставить передние катки без обрезинки. Истребители танков Jagdpanzer 4, как и прочие германские танки, часто покрывались антимагнитной цимеритной обмазкой, служащей для того, чтобы вражеская пехота не могла прикрепить на броню магнитную мину. Многие истребители танков комплектовались также стальными бортовыми экранами толщиной 5 мм или сетчатыми экранами. Это было эффективное средство против кумулятивных снарядов. С января по ноябрь 1944 года было изготовлено примерно 8 сотен истребителей танков Jagdpanzer 4 с обычными танковыми пушками. Их производство вела германская фирма Вомаг. Военные очень высоко оценили новые боевые машины, особенно их низкий силуэт и гораздо лучшую бронезащищенность по сравнению с исходным танком Panzer 4. Дело дошло до того, что летом 1944-го фюрер настоятельно рекомендовал вообще прекратить выпуск танков Panzer 4 в пользу увеличения выпуска истребителей танков. Но быстро выполнить указания фюрера не удалось. К тому же танки Panzer 4 последних серий, оснащенные теми же самыми пушками ПАК-39, были весьма неплохими боевыми машинами и очень были востребованы на фронте. К осени 1944 года производство мощных противотанковых орудий в Германии выросло. С октября на Jagdpanzer 4 уже начали устанавливать, как это было запланировано изначально, длинноствольные пушки ПАК-42 от «Пантеры». Полномасштабное серийное производство этих боевых машин продолжалось до марта 1945 года, когда завод фирмы Вомаг был разрушен во время бомбардировки. К тому времени было построено порядка 900 длинноствольных танков-истребителей, получивших в обозначении дополнительный индекс ФАУ – ВОМАК. Но производство танков-истребителей не прекратилось. Немцы решили использовать для изготовления Jagdpanzerов шасси и корпуса танков Panzer-4 ранних модификаций с установкой на них вместо поворачивающихся башен неподвижных боевых рубок. Вроде бы простое решение. Но не все пошло гладко. Одно дело, когда конструкция машины заранее продумана и рассчитана под установку мощной пушки. Совсем другое дело попытка наспех установить такое орудие в готовый корпус танка со всеми старыми системами. В результате последний Jagdpanzer получился более высоким. Этот вариант танка-истребителя разработала берлинская фирма Alket, благодаря чему в названии машины появилась буква А. Внешне Jagdpanzerы типа А довольно сильно отличались от своих собратьев варианта ФАУ, что хорошо видно на фотографиях. До конца войны было выпущено около 300 Jagdpanzerов версии А. Надо сказать, что новые истребители танков неплохо действовали в обороне, особенно из засад. Низкий силуэт машины сильно затруднял противнику ее обнаружение. Достаточно мощная пушка от «Пантеры» позволяла успешно поражать даже в лоб практически любую бронетехнику тех лет. В то же время, как это не покажется странным, даже будучи одним из самых массовых танков-истребителей Германии, было построено почти 2000 штук, Jagdpanzer 4 оставался и одним из самых малоизвестных образцов бронетанковой техники Третьего рейха. Возможно, это произошло из-за его обыденного названия Jagdpanzer. Действительно, что такое Jagdpanzer? Просто танк-истребитель. Судьба Jagdpanzer сравнима с судьбой простого солдата. Он больше всех воевал, но слава и почести, награды достались генералам. В данном случае хваленым Фердинандом, Тигром и Пантером. А еще нужно отметить тот факт, что войска наступающей Красной Армии эту боевую машину вермахта попросту не заметили. Ведь чисто внешне Jagdpanzer 4 был очень похож на известную немецкую самоходную пушку Штурмгешутц. Наши танкисты называли ее Артштурм. А с этими образцами германской бронетехники наши солдаты постоянно сталкивались, начиная с первых дней войны и вплоть до ее завершения.
Мало того, в самом конце войны, когда наши танки Т-34 оснащались пушками калибра 85 мм, а тяжелые танки ИС-2 пушками калибра 122 мм, никакая броня не спасала врага от попадания советских бронебойных снарядов. И Яхтпанцеры горели ничуть не хуже штурмгершутцев и Пантер. Одним словом, наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы воспринимали новейший образец германской бронетехники не как какой-то особо опасный танк-истребитель, а как самую обычную самоходку, но разве с более длинной пушкой. В итоге, март 45-го, завод ВМАК лежит в руинах после налета союзной авиации. Последний Яхтпанцер-4 сходит с конвейера в спешке, с использованием старых шасси, с упрощенной сборкой. На фронте уже почти не осталось топлива, а экипажи все чаще оставляют машины без боя, подрывая их, чтобы не достались врагу. Через несколько недель война закончится, а те, кто способен двигаться, будут брошены на улицах Берлина, в полях Чехословакии, на дорогах Австрии. Никто не будет писать о них в победных реляциях, не будет громких прозвищ, как у Тигра или Пантеры. Но каждый советский танкист, который встречал этого низкого приземистого охотника в дыму боя, знал, недооценить его значит погибнуть. И как тысячи безымянных солдат, Яхтпанцер выполнил свою задачу до конца в тени чужой славы.